Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про охоту на хаусов. Хаусы — это улучшенная версия драконов края, которые спавнятся на островах хаоса, которые расположены каждые 10 тысяч блоков от, соответственно, центра Эндермира. Для того, чтобы попасть на остров хаоса, нам придется либо очень долго лететь, да, либо, соответственно, использовать телепортацию по координатам. Для начала давайте подготовимся к нашей встрече с хаосом. Значит, во-первых, нам потребуется драконьевая броня. Желательно эту драконьевую броню полностью прокачать с помощью улучшений емкость, восстановление щита и емкость щита. Естественно, чем сильнее вы прокачаете свою броню, тем вам проще будет убивать хаоса. Я использую для убийства хаосов драконьевый лук. Также я прокачиваю их полностью на скорость натяжения, на скорость стрелы, на урон стрелы и также на емкость. Плюс ко всему я советую с собой взять какой-нибудь конденсатор. Чем более мощные емки мы возьмем, тем, соответственно, опять же нам легче будет убивать хаоса. Я с собой возьму вот такой вот флаксовый конденсатор, вмещает он в себя 768 миллионов единиц РФ энергии. Далее еще рекомендую взять с собой, например, золотые яблоки, да, или какие-нибудь зелья. Взять с собой, само собой, еду, да. Далее давайте рассмотрим, какие настройки надо выставить на броне и на луке. Значит, на шлеме ставим ночное зрение. Здесь ставим автоутоление голода, да, чтобы у нас из инвентаря еда нас подпитывала. Ну, можно включить автоматическое включение, хотя здесь это не сильно обязательно. Далее, значит, нагрудник мы ставим максимальную скорость полета, чтобы успевать летать за хаосом. Здесь также рекомендую поставить погашение инерции, чтобы останавливаться быстро. И далее давайте перейдем к осмотрению, значит, лука. Здесь я на начальном этапе рекомендую поставить, во-первых, автоматическую стрельбу, во-вторых, убедиться, что у вас здесь на максимум стоит, соответственно, базовый урон стрелы, модификатор скорости. И в самом начале нам потребуется там несколько маяков взорвать, поэтому ставим себе взрывную силу на максимум. Итак, давайте телепортируемся к хаосу. Итак, вот здесь у нас находится остров хаоса. Вот так вот он выглядит. Видим, что здесь у нас где-то хранитель хаоса летает. Значит, у нас на внешнем контуре расположено несколько таких вот маяков, от которых у нас хаос восстанавливается. Они находятся в такой вот оболочке. Первая наша задача, соответственно, эту оболочку разрушить. Далее уже будем разрушать, соответственно, маяки, которые расположены внутри. Хаос у нас, по всей видимости, где-то сейчас внизу летает. Давайте этим воспользуемся и постараемся в первую очередь разрушить внешнюю оболочку. Итак, первое, что мы делаем, это стараемся, соответственно, разрушить вот эти внешние оболочки, чтобы нам дальше легче было эти маяки ликвидировать. От хаоса стараемся максимально отдаляться, потому что урон у него колоссальный. То есть можно, если вдруг он у вас начинает попадать, куда-то телепортироваться, либо просто подальше от острова отлетать. Наша первая задача — разломать вот эти вот решетки вокруг маяков внешних. Итак, я начал получать много урона, надо отлететь в сторону. Вот, броня мне достаточно мощная, поэтому хаос не особо много не наносит урона, но тем не менее, надо быть начеку. Если он подлетит слишком близко и попадет вот такими шарами, то мы можем почти мгновенно умереть. Так, расчищаем. Так, летим к следующему. Главное не давать ему вас попадать, то есть стараться всегда отлетать и как-то кружить, то есть нужно находиться постоянно в движении. Итак, вроде бы я все уже внешние маяки расчистил. Вот. Да, тут еще один остался. Так, сейчас еще посмотрим, здесь вот у нас еще есть. Ой-ой, надо сейчас отлететь лучше подальше. Не давать ему, главное, по вам попадать. Чем больше у вас броня прокачана, тем больше у вас права на ошибку. Так. Смотрим, вроде бы внешне мы все расчистили. Теперь желательно или улететь куда-нибудь телепортироваться, или подальше от острова отлететь, чтобы хаос вас не видел. И переключить режим лука. Здесь включаем силу драконьего огня, стрела драконьего огня. Взрывную силу мы выключаем. Так, проверяем, что мы можем стрелять. Значит, все настроили правильно. Если не стреляет, значит, мы где-то слишком много энергии расходуем. Нужно переключить режимы. Так, теперь возвращаемся сюда и начинаем, соответственно, внешние вот эти маяки уничтожать. Рекомендую начать с внешних. Через какое-то время эти маяки могут регенерировать, поэтому желательно, если где-то затормозили, лучше телепортироваться в другую точку где-то, где чанки вот здесь не будут прогружаться.
чтобы маяки быстро не восстанавливались. Не забываем находиться в движении. Видите, сколько мне урона наносит? Следим слева внизу за щитами. Обязательно, если у нас вдруг щиты уходят в ноль, телепортируемся куда-то и отдыхаем. Либо едим яблоко, если мы получаем там урон. Так. Вроде бы на внешнем контуре я сломал. Давайте на внутреннем. Обязательно двигаемся. Не останавливаемся, чтобы не получать урона от его вот этих вот летающих шаров и так далее. Так, вроде бы я... Вот можно посмотреть по его путям регенерации, где еще остались маяки. И пробуем наносить урон. Если получает урон сильно, значит мы, скорее всего, все маяки разрушили. Все сделали правильно. Так, обязательно находимся в движении. Видите, сколько урона получаю? Вот. У меня щит почти на 0 сейчас ушел. Надо обязательно двигаться. Так, и движемся, движемся, движемся. Сейчас начал получать уже урон жизни. Он может сейчас вниз улететь. Вот. Он может тут улетать вот так вот под остров. Так, сердце можно не ждать, потому что сердце в любом случае к нам телепортируется. Давайте сейчас прокопаем центр вот этого острова для того, чтобы найти осколок. Я воспользуюсь ваджрой, например. Копаем, копаем, копаем. Так, забираю осколок ваджрой и быстро отсюда улетаем. Желательно вообще телепортироваться отсюда очень быстро. Ну, давайте я просто понаблюдаю за процессом. Видите, как быстро он взрывается. Сердце вот мы тоже забрали. Так, и сейчас пройдет взрыв, лучше подальше отойти, иначе нас может задеть. И мы видим, как уже на миникарте у нас, соответственно, появляется пустота. Все, вот такие вот остались у нас руины от этого острова. Значит, таким вот образом мы сможем, соответственно, убивать хаосов, получать их сердца и получать такие вот осколки хаоса, которые нам обязательно в дальнейшем потребуются для более мощной брони, а также нами будет востребовано в модификации Draconic Editions. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.